Что такое охота на карпа по ройкам? Расскажу вам в этом видео. А вы усаживайтесь поудобнее, наливайте чаек. Будет очень интересно и познавательно. Скорее всего, вы частенько попадали в ситуацию, когда приехал на водоем, закормился и просидел весь день впустую, ничего хорошего не поймав. Если вы заядлый рыбак и основное хобби для вас это рыбалка, этот метод вам точно будет интересен. И метод этот называется рыбалка с боковым кивком по ройкам. Либо, как называю его я, охота с боковым кивком по ройкам. В большинстве случаев он работает лучше всего именно по карпу. Так что же такое охота на карпа по ройкам? И почему о этом способе так мало известно? Поговорим про тему, о которой почти никто не рассказывает. Сегодня я разложу все по полочкам. Где искать карпа, ройки, как отличить активность карпа от другой рыбы, какой водоем подходит, техника подачи, погода и время суток. В общем, новичкам точно будет полезно. Все из собственной практики. Охота на карпа по ройкам – это способ ловли, при котором вы не ждете, когда карп подойдет к прикормленному месту, а сами активно ищете рыбу на водоеме по ее визуальным признакам. Лучше всего это делать с небольшой надувной лодки. Главный сигнал – это так называемые ройки, то есть пятна пузырей, которые поднимаются со дна после того, когда карп роется. Почему этот метод такой эффективный? Да потому что ты ловишь не вслепую, а точечно, прямо там, где рыба кормится. Подносишь наживку прямо под нос. Карп может стоять под берегом, гулять вдоль бровки, работать в кувшинке, либо на глубине, но ройки всегда его выдадут и покажут, где он есть. Этот метод особенно полезен на диких, закоряженных, либо заросших кувшинкой водоемах. Что нужно понимать, чтобы ловить правильно? В первую очередь нужно уметь отличить ройки карпа от другой рыбы. Часто его можно спутать с линем. Если линь крупный, ройки очень похожи, но все-таки линя выдает этакая пенка. У карпа ройка обычно широкая, медленно поднимается и часто сопровождается такими крупными тяжелыми пузырями. Если рыба копает на месте и глубина небольшая, можно увидеть кормовое пятно из более мутной воды за счет того, что со дна поднимается ил. Если ройка ходит, перемещается, это карп уже движется с места на место. Такое очень часто бывает. В данном случае поймать его сложнее, поэтому я такие ройки в большинстве случаев пропускаю. Лучше найти стационарное кормовое пятно, где карп не носится по водоему, а стоит на месте. Либо перемещается, но очень медленно. Какой же водоем выбрать? Лучше всего для данного метода ловли подходит дикий, закоряженный или заросший кувшинкой водоем с глубиной до 2, максимум 3 метров. На более глубоких местах ройки искать не стоит, так как подобраться к нему и опустить наживку на дно будет сложнее и неудобно. Возможно, у вас и получится, но нужно учитывать то, что с такой глубины поднять карпа будет намного сложнее. Поэтому выбираем не сильно глубокие места, в идеале до 2 метров. Также есть подходящие озера, где присутствует рогоз, либо камыш, но не очень густой, то есть по которому можно проходить на лодке. Огромным плюсом также будет мутная вода. На таких озерах карп обычно чувствует себя в безопасности и более активен, не пугается. В очень прозрачной воде охотиться сложнее. Там рыба более осторожная, и подойти к ней незамеченным тяжело. Тактика ловли и подход. Главная задача — заметить активность карпа с расстояния. С лодки важно постоянно смотреть по сторонам. Удилище должно быть всегда наготове. На крючке должна быть заранее насажена приманка. Когда вы охотитесь по ройкам и вдруг замечаете в нескольких метрах от лодки огромное кормовое пятно, времени на подготовку крайне мало. Ваша снасть должна быть всегда наготове. Важно максимально тихо подобраться и опустить наживку на дно. Поклевка может случиться через несколько секунд после подачи снасти. Потихоньку плывете, не создавая волн, и внимательно наблюдаете за поверхностью воды. Увидели ройку, сразу не суетитесь.
начинаете медленно и аккуратно подходить. Последние несколько метров лучше проходить на инерции, чтобы не шуметь веслами и не создавать волны. Также старайтесь не стучать по лодке и делать меньше резких движений. Подошли к ройке на дистанцию длины вашего удилища, останавливаемся и медленно начинаем опускать мормышку прямо на кормовое пятно. Если ройка пропала, подождите несколько минут. Карп обычно снова начинает кормиться на том же месте, либо чуть в стороне. При поклевке подсекать нужно жестко, чтобы пробить губу, и трофей хорошо засекся. Слабину не даем. Если карп очень активный, старайтесь держать удилище под углом 45 градусов, чтобы оно хорошо амортизировало и отрабатывало. Потому как часто бывает, когда карп идет под лодку. В таком случае можно пошуметь, например, оперативно постучать по лодке, ибо высокий шанс сломать удилище от критического угла. Обычно даже самые активные и бойкие карпы сдаются уже через пару минут. Если, конечно, не давать ему слабину и держать катушку на тормозе. Как только карп начинает успокаиваться, тащите его на поверхность, чтобы он глотнул воздух. Именно после того, как он глотнет воздуха, в большинстве случаев активность у рыбы заметно падает. После чего вы спокойно можете завести его в подсак. Если на озере много коряг, либо растительности, старайтесь как можно скорее тащить его на поверхность, чтобы снасть не запутать и карп не сошел. Потому как очень частое явление в первые несколько секунд, когда карп клюнул, он начинает давить, идти в коряги, и там уже либо застревает, либо сходит. Очень неприятная ситуация. Погода и лучшее время суток. Какие-то определенные погодные условия для данного метода ловли выделить непросто, так как на каждом водоеме рыба ведет себя по-разному. Но по моему опыту в большинстве случаев карп лучше всего кормится при легкой такой пасмурной погоде. Небольшой дождик также не будет помехой. Ветер слабый, равномерный, не порывистый, либо полный штиль. При ясной погоде карп более капризный, особенно если дни жаркие. В таких случаях на рыбалку однозначно нужно ехать с рассвета, чтобы успеть порыбачить до того, как поднимется солнце и наступит жара. При наступлении жары карп, как правило, становится более вялый, либо греется ближе к поверхности воды, либо просто медленно перемещается, но не кормится. А бывает просто прячется в тени, может простоять там до вечера. Особенно линь. Он, как правило, практически всегда обитает в растительных местах. На чистое выходит только, когда нет прямых солнечных лучей. Какую снасть выбрать? Снасть на карпа для бокового кивка максимально простая. Самое основное — это мощное удилище с высоким тестом. Тест должен быть от 50 до 100 грамм. Можно и выше, но вы должны понимать, чем выше тест удочки, тем тяжелее она будет. Поэтому я выбираю тест 50-100 грамм. Длина 5-6 метров. Обращайте внимание на производителя. Выбирайте проверенного. Катушку используйте курковую. Лучше всего металлическую. Катушку с фрикционом для данного способа ловли на закоряженных и заросших водоемах не ставим. Если у вас такая, фрикцион держите всегда зажатым, чтобы избежать захода рыбы в коряги, либо корни кувшинки. Плетенка нужна качественная, диаметр от 0,3 до 0,4 мм. Золотая середина 0,35 мм, 4 жилы. В следующем видео я более подробно расскажу, как собрать такую снасть для надежной и уверенной охоты. Преимущество охоты по ройкам перед обычной рыбалкой. Данный метод ловли имеет огромное преимущество перед любым другим способом, будь то флетфидерная снасть или карповая с бойлами, либо поплавочная. Вы должны понимать, что у вас открыт доступ к таким местам обитания рыбы, где обычную снасть туда не забросишь. Простыми словами, вы у карпа дома. По моим наблюдениям, как раз на таких заросших или закоряженных местах карп любит кормиться чаще всего. Еще одним огромнейшим преимуществом является то, что это максимально бюджетная и простая рыбалка. Вы не тратитесь ни на какие прикормки, ароматизаторы, бойлы и прочую фигню. Все, что вам нужно из приманки, это баночка консервированной кукурузы,
оснащенное удилище и лодка. Также немаловажно это движение. Вы постоянно в движении. Плаваете по водоему, работаете веслами, на месте не сидите. Этакая спортивная рыбалка получается. Тоже, как по мне, одно из полезных преимуществ. Эмоции от такой рыбалки фантастические. В сравнении с другим методом ловли, именно на охоте по ройкам вы получаете те уникальные эмоции и выплеск адреналина, которые на обычной рыбалке не прочувствовать. Стоит попробовать один раз, и вы забудете, что такое поплавочная снасть. Особенно, если поймаете свой первый трофей. Вот только представьте себе, вы плывете по водоему, раннее утро, вокруг никого. А никого нет, потому что озеро дикое и сложное для другого способа ловли. Плывете и видите огромную карповую ройку. Медленно и тихо подходите к ней, опускаете наживку прямо в кучу пузырей. И именно в этот момент сердце начинает биться сильнее, дыхание учащается, руки трясутся, время реально как будто замедляется. Такие эмоции можно испытать только на охоте по ройкам. А если случается поклевка, и вы подсекли свой трофей, там вообще адреналин прет через край. Словами не передать, это нужно прочувствовать. На обычной рыбалке таких эмоций не получишь. Плюсы и минусы. Какие же плюсы и какие же минусы есть у этого способа ловли? Ну, плюсов здесь хоть отбавляй. Перед любым другим методом ловли именно охота на карпа по ройкам выигрывает абсолютно во всем. Первый и, как по мне, самый главный плюс заключается в том, что вы ловите в тех местах, куда обычный рыбак не поедет. Все заросшие дикие водоемы, которые обычные рыбаки пропускают, в вашем распоряжении. И, как правило, на таких водоемах рыба под ноль не выбивается. Ее популяция там сохраняется. И шанс нахождения там крупной рыбы очень высокий. Ко второму плюсу я бы отнес то, что вы не покупаете никакие прикормки, привады и прочую маркетинговую фигню. Это реально малозатратная рыбалка. Бюджетно и максимально эффективно. Третий плюс – это, конечно же, адреналин и эмоции. Как говорил ранее, вы ни на какой рыбалке не получите таких эмоций и азарта. Очень интересно и увлекательно. Минусы. Если говорить о минусах, то они здесь тоже есть. Например, вам нужно реально найти подходящее озеро, чтобы оно соответствовало условиям ловли. Наличие на водоеме кувшинки, либо коряк, мутная вода. Не везде есть такие озера. А в некоторых регионах и совсем нету. Главный минус – это поиск такого озера. Ко второму минусу я бы отнес ожидание подходящих погодных условий. Не всегда они идеальные. Если небольшой ветерок, лодку уже будет сносить, и вы больше перенервничаете, когда, например, будете видеть ройку, но не сможете к ней подобраться. Ветер будет мешать, лодку будет крутить. Довольно неприятная ситуация. Но благо в летний период обычно по ночам ветер всегда успокаивается, и на рассвете стоит штиль. Есть несколько часов для удачной охоты. Вывод. Современная трофейная рыбалка многим реально стала не по карману. Из-за дороговизны снастей, прикормок, различных гаджетов. К примеру, те же бойлы стоят как килограмм красной рыбы. Либо взять прикормочный радиоуправляемый кораблик. Его цена порой выше нового японского лодочного мотора. А рыбалка с боковым кивком дает шанс сохранить ваш бюджет и получить максимум удовольствия. Ловить крупных карпов. Охотясь на карпа с боковым кивком по ройкам, я с уверенностью могу сказать, что это один из самых эффективных и эмоциональных способов ловли трофейной рыбы. И если вы его освоите, найдете подходящий водоем, вам точно будет обеспечен отличный отдых на воде. Друзья, если у вас возникли какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях. Я постараюсь всем ответить. Также не забывайте ставить пальцы вверх и подписываться. Также не забывайте отпускать рыбу, особенно крупные трофеи. Ведь истинный кайф вы получаете именно в момент поиска, поклевки и борьбы с рыбой. А с вами был Дмитрий. До новых встреч!